Все, ребят, подписываем. Жереми Доку из Бельгии, из Бельжик. Футбольный клуб Рен. Класс. Делих просто смотрел, как Хацанадой красоту кладет. Ясно. Ну, проиграли здесь. Ничья-то нас устроит. Бей. Всем привет, ребятки! Вы находитесь на канале FIFA by Girl, и мы тут рубаем вовсю за Манчестер Юнайтед карьерку. Подписали в прошлом выпуске Жереми Доку, он придет к нам зимой, на фланге будет играть, потому что нам нужен человек взамен, даже, может быть, он кого-то и выдвинет из старта, у него 80 рейтинг, и у него скорость 94, по-моему, могу ошибаться. В общем, не суть, дело в том, что есть одно усиление, да, кардинально усиляться будем, я думаю, в третьем сезоне. Ну, а сегодня нам предстоят игры, которые мы сейчас посмотрим, с кем будем играть. Что ж, полетели. По календарю мы встречаемся с Борнмутом. Я думаю, мы должны его обыгрывать. Это ведь команда поднялась из чемпионшипа. Но, как говорится, кто знает, кто знает. Далее Эвертон, который на 4-м месте. Кубок Карабау Кап с Арсеналом, это уже серьезно. И Норвич. Для тех, кто пропустил, скажу, досталось нам Севилье в 1/8. Но это будет позже. Мы на 1-м месте. 3 очка отрыв от Сити. Борнмут, кстати, 10-й. Неплохо. Ну, я, наверное, с Борнмутом полурезерв выпущу. Все-таки у нас Эвертон. Там должны все быть заряженные. Так, Карлос Аугусто, Мефам уставший. Ну, чуть-чуть уставший. Бурка, я не знаю такого. Стейси, Пирсон, Биллинг. Биллинга знаем. Лерму знаю. Мукайру, Соланки, Кристи. Ну, в общем, я знаю Соланки, Биллинг, Пирсон, Лерма. Сафон. На воротах, ребят, Сафонов. Это Матвей? Это у них Матвей? Да не может быть. А он что, из остального мира к ним пришел? Подожди, он же в Краснодаре, там, наверное, есть Краснодар. Ладно. Вот и проверим, как Матвей готов к КПЛ. Ну, тут, конечно, мы не будем в 5 защитников играть. Мы здесь будем, естественно, я думаю, даже резервом вот таким вот играть. Только поменяем здесь. Хендерсона выпустим. У нас ясная погода в декабре, в середине, да? И я думаю, полетели. Будем тестить Матвея Сафонова. Антони Марсиаль будет его пытаться прошить, пробить. Ну, почему? Ох, близко было. Соланки бил. Не пригодился он Ливерпулю. Пригодился Борнмуту. Давай, Марсиаль. Убегай. И забивай. Да. 0-1. Антони Марсиаль. Прошивает Матвея Сафонова. Это же Матвей Сафонов. Я же ничего не путаю. Но Борнмут не так прост, ребята. Не так прост. Он очень даже пытается нам забить. Почему у меня игра подвисла? Игра подвисла, ладно. 7-й гол. Ну, он не часто играет. Ну, там Роналдо, естественно, в старте. Аккуратно. Ну что это? Что вы делаете, парни? Что вы делаете? Ну, зачем такие пасы не... Я вообще не то делаю. Пасую за них, а они зачем-то дарят мяч сопернику. Ну-ка дай. И беги, Мейсон. И надо забить. Все. 2-0. 0-2. Нормально. Матвея Сафонова прошили дважды. Он пока ничего не засейвил. Ну, по-моему, да, не было ничего. В контратаке. Отлично себя проявили. На контратаке поймали их. Они не успели вернуться. Блин, я вот не понимаю. Борнмут команда прям чемпионшип. У них такой состав, что там ничего серьезного. Ну, Биллинг, но... И они мне тут умудряются мотать нервы. Что-то как-то тяжко с ними. Все-таки я чувствую это. Но это АПЛ. Блин, как вот... Не успеваем вообще.
Это что? Это кто блок поставил? Мактомини? Блин, ну хоть бы пенальти какой заработать. Съели там они. Хорошо, Далот, только пас не прошел, но перехватил. Нормально. И бей. Вообще ничего не тащит Сафонов, вообще ничего. Ну, тут серьезные ребята играют. Марсиаль, 0-3. Ну, я думаю, тут сложно было ему потащить на самом деле. Хотя я что-то не поняла, он же прям в него бил. Да. Плохо среагировал. Ой, как хорошо. Ну беги. Да блин, ну полчаса переключается игрок, а там мог убегать уже. Наш дружок Марсиаль, да и Хугеверф мог. Отлично, Далот. Ну, блин, что с пасом? Вот если бы еще пас наш проходил. Обалдеть, выбей. Перекладина, да, была? Или штанга, что-то такое было. Так, Марсиаль. О! Сафонов спасает, да. Тут он здорово сыграл. Роналду выходит. Так, Лингард пойдет сюда, но мы их меняем флангами с Гринвудом. И Погба пусть выйдет вместо Дони. Да, тройная замена. Надо ему форму набирать. Он в том выпуске, по-моему, только один забил гол. Да что, блин, за пас? Ты чё? Ну, нам повезло сейчас. Ну, что это за пас был? И как он рывок какой совершил? Ну, они тут наиграли, кстати, на гол. Вышел и забил. Маэстро. Красавчик. Отыгрались они с Мейсоном Гринвудом. Гринвуд там отдал голевую, не стал бить. Верное решение принял. Вива Роналду. Вот. Оп! Давай, Криштиану, в форму приходи. Я надеюсь, с Эвертоном забьешь им пятерик и с Арсеналом. Ой-ой-ой, ну... Поль, ну как? Как же не повезло тебе сейчас. Пропускаем. Бормут в атаке заканчивает этот матч. Соланки нам забивает. А, нет, Беллинг, извиняюсь, Беллинг забивает нам. Празднует, ладно, радуется. Ну тут... Запарились пропускать уже, правда. Я надеялась, сухой матч. Ну, очень гол красивый. 5-0 должны были вести, 4-1 выиграли. Штанга там сыграла за Сафонова и компанию. Сейчас я даже XG посмотрю. Мне прям интересно очень. На 4? 3? Они должны были выиграть? А у них ударов больше? Когда? Они все мимо били, просто не так часто вступал, ну, один сейф у них, два у нас, не так часто вступал в игру Дин Хендерсон. Сити выиграл, Челси выиграл, Эвертон проиграл. Хорошо, они спустятся ниже, наверное. 4 защитника, наверное, сыграю я, не буду в 5 играть. Да, вот такой состав. Ничего менять не буду. У них там что? Бегович, Динь, Амина, Кин, Сидибе, Гравенберч, бельгиец, по-моему, или, не, голландец, Ракитич, Ришарлисон, Грей и Бобби Родригес. Хамис у них там. Ну да, серьезно, тоже линия нападения. Ну ладно, Дождь, Майк Дин. Полетели. Ах. Провалились.
Ничего себе. Как они не реализовали даже близко этот момент. А, это еще и оказывается в их пользу аут. Понятно. 0-1. Ну да, 0-1. Ришарлисон забил. Ну, простор просто. Делай, что хочешь. Тоже колотит нормально. Быстрый Голясон. Очень быстрый гол забил нам Эвертон. Почему у меня отрабатывает Решфорд? Ван-Бисака, где ты ходишь? Обалдеть. На месте Дин Хендерсон. Давай, Манчестер. Соберись. Ты оттуда мне будешь бить еще? Блин, ну у тебя... Кто тебе мешал нормально ударить? Пас отдать, точнее. Поль Погба, что ты делаешь? Ну что это такое? Да уж. Обалдеть. Спасибо, что эта штанга была. Криштиану, давай. Это должен быть гол. Да, 1-1. А кто их на воротах что-то просмотрела? Пикфорд? Не стал сближаться здесь? Ну, Роналду хороший положил гол. Не, у них не Пикфорд, кстати, по-моему. Ива Роналду. Давай, Манчестер. Ну вот Погба, к сожалению, забегает с какими-то косяками. Не собрался еще парень. Ну, провал опять, просто провал. Они нас раскатали на раз-два здесь, блин. Туда-сюда, туда-сюда, и мы просто провалились. 1-2. Ну, просто пипец. Ну, я не знаю, ну где вот оборона? Почему Де Лихт туда убежал? Ужасно играем. Давай, Поль, давай. Надо забивать. Снова у Поля Погба дела идут не очень. Он попадает в перекладины. Теперь тащит вратарь. Ну как так? У нас в этом выпуске теперь Погба бьет по штангам и перекладинам. То Роналду даже в ворота не подал. А, у них вот такая контратака. Ну давай, выручай. Все, мы проиграли этот матч. Так, я сейчас в сверхатаку пойду. Ну, я не знаю, как играть в этот футбол, блин. Ну, правда. Я не понимаю. Ну, что это за провал вообще? Ой, как вы достали меня просто. Как вы меня достали, а? Так, Мейсон пойдет сюда. Фернандеш пойдет сюда. Марсиаль сюда. Погба, конечно, ты заруинил нам все моменты. Нкунку туда. Ну, мне вообще ничего не остается. Только в сверхатаку идти. С такой игрой, Поль, ты будешь продан. В Реал Мадриде такой исполняй. По штангам и перекладинам колоти. Да, Эвертон очень хорош. Мы очень плохи здесь. Это был не офсайд. Это был угловой просто. Это, оказывается, Хендерсон сыграл. Не, ну вообще, конечно, по-хорошему надо было Погба там забивать. Так, один отыграли, но времени мало. Давай. Ну, в принципе, 8 минут, но... Надо еще один. Этого мало. Одного гола. Чего они так радуются, я не понимаю. Мы же проигрываем. Отлично, мы здесь запрессинговали их. И Мейсон... Если бы вратарь был ближе, он бы просто отбил и все мяч. Потому что Мейсон долго принимает мяча. Я раньше думала, что это от рейтинга игрока зависит.
Ну, типа там у тебя рейтинг 65, и ты полчаса мяч принимаешь. А это, оказывается, нет. Ну, просто еще дождь, скользкий мяч, не знаю. Давай, Манчестер, надо еще одну грамотную атаку. Ферди тайм. Фух, включи. Ну, времени мало. Фух, обидные голы, просто невероятно обидные. А что случилось с Тином Хендерсоном? Я вот не понимаю, вот, как можно такой мяч пропускать? Давайте смотреть повтор. Ну, я не знаю, ты серьезно? Конечно, я понимаю, что Дин Хендерсон много выручал, но вот такие вот тупые голы пропускать... Я не знаю, как на это реагировать мне, правда. Ну все, мы уже проиграли здесь. Это фиаско. Это фиаско. Ну, возможно, мяч скользкий был, но Дин Хендерсон, я... Сейчас просто сказать, что я нахожусь в шоке, это ничего не сказать. Просто неудачная игра. Хорошо. Я надеюсь, что ты подумаешь над тем, что ты творишь. Ну, вообще много сейвов совершает, но такие голы пропускать неприемлемо абсолютно. У нас четвертьфинал Карабау Кап. Риск потерять игрока. Тома Хиттона? Да это не риск. Это нормально. Нам вообще Кубки Англии надо дойти до финала и взять его, но... Здесь бы тоже хотелось, но видите, как все сложилось плохо с этим Эвертоном, что я даже не знаю, на что мне рассчитывать с Арсеналом. Рунерс, Сантаварыш, Холдинг, Манолос, Белерин, Жака, Партей, Эльгази, Эдегор, Нельсон, Фоланд. Пасмурная погода, погнали. Так, ребят, ну что, надо походу нам... В третьем сезоне уже прощаться с Полем Погба. Он уже не тащит наш. Нет, иногда тащит, иногда нет, но возрастной. Что за Лига Чемпионская атмосфера? О, вот это провальчик сразу. Будем на месте. Будем рассчитывать на молодых, Беллингемов и прочее. Арсенал, сзади по ногам. Как некрасиво. Ага, ну им остается только издали бить. Да-да-да, это кто он-то? Нельсон, да-да-да, я и думаю, Нельсон, не Нельсон. Ой, как было бы сейчас красиво, но, к сожалению, не получился удар. Даже на руках татухи, в смысле, вот здесь прям. Ой, ну тут, конечно, не получилось. И бей ему. Вот так вот. Поль Погба, учись у лучших, у своего соотечественника Кристофера Нкунку учись. А то бьешь мне аккуратненьким ударом в штангу, бабахаешь по перекладинам. 1-0. Погнали. Мы играем, кстати, дома, да? Мы же не на Уэмбли ни на каком играем. Это полуфинал на Уэмбли проходит. И то это, по-моему, в Кубке Англии. В Карабау не играем на Уэмбли. Вильямс, ты не хочешь там помочь? Стоишь полчаса. Так, линия рассыпалась, ладно. Они ждут туда пас. А мы пробьем. Блин. Навес. Куда ты такое вешаешь? Ты что, вдолот? И давай, замыкай. Это Деклан Райс, он умеет забивать в кубках. 2-0. Так, надо было, я вот чувствовала, что с Эвертоном надо было в 5 защитников идти. Прям думала, потом думаю, да нечего, раскатаем. Ага, в линию стоим.
Рунерсон. Ну. Но мы не расслабляемся. Вот тут Роналду голевушку. Как подключился Деклан Райс и с лету бабахнул. Ну, не обрабатывай мяч сразу. Так, Мейсон. Ой, какая красотища залетает. 3-0. Какие удары у нас, а? Ребята, посмотрите. Гринвуд подключился. Роналду нашел его. И... Ну, тут должен быть Лено, чтобы тащить такое. А у них Рунерсон, а у нас Дехея. Давид Дехея, супер. Супер сейф. Этот, между прочим, гранит бил. Как вытянулся в струнку. И потащил. Дин Хендерсон, я надеюсь, ты смотришь этот матч и делаешь выводы. Так, ребят, я, кажется, поняла, как играть в этих защитников пятерых. Надо просто не выбрасываться. Потому что четверых не хватает одного человека. Вот как сейчас, например, выбросился. И у нас вот, смотри, какие зоны. Ясно. Ну, такой не потащишь. 3-1 Эдегар. Немножко становится напряжно, да? Ну, ничего, сейчас мы забьем. Вот тут вот сами виноваты. Ну, такое не засейвить, наверное, никому. Отлично. Деклан. Посмотри. Все, они врубили прессинг. Повезло нам сейчас, что перекладина сыграла за них. Так, Нельсон уходит. Кто это? Не знаем таких. Что-то никто не подключается, хотя вот. Нкунку. Ой, ладно. Все, устал уже, походу, Нкунку. Марсиаль вместо Криштиану. Бруно вместо Нкунку. И Санчо вместо Мейсона. Ладно. Давай вот так. Тройная замена. Вперед! Вперед, манкунианцы! Посмотри, что он делает. Он меня накручивает. Какой сейф от Дехе, боже мой! Ну, он меня накрутил, реально. Это, кстати, тот нововышедший. Товарищ не забивает. Супер сейф от Давида. Хороший пас на Диого. Ну все, это гол. Я думаю, куда ты лупишь, Антонин? Ну, везение сегодня на его стороне. Он бахнул под перекладину. 4-1, ребят, все, разобрались с Арсеналом на раз-два. Я поняла, я против Ливерпуля, Челси, все, буду ставить. Но я ставила уже 5 защитников. Но теперь я более-менее научился играть за них. Когда они линию держат, они выбрасываются. И лишний игрок, все, они в шоке. Ну, Санчо, ну что ж ты не подключился? А вот, подключился. Не понимаю, поплыл ли по морали Арсенал, или что с ним стало. 5-1. Где вы были? Где были ваши удары с ирисками? Где? 4-2 там отлетели. Там еще от рук в ворота Дина Хендерсона залетело. Ну все, поплыл Арсенал. Из-под защитника бьем. Давай, бей. Потащил Рунерсон, что-то потащил. Мне кажется, у него сейвов-то толковых и не было. Куда ты смотришь, Бруно? Куда ты смотришь? О, ударчик был. 5-1. Вынесли просто. Вот так Арсенал. В чемпионате мы им проиграли. А тут, по-моему, проиграли. А тут вынесли.
Опа, это Артета. Когда ему же нормальный геймфейс сделать? У него в том сезоне был какой-то прикол, сейчас непонятно что. Проходим дальше. Нам никто не страшен. Я теперь научился играть в защиту. 5 защитников, 6 защитников, без разницы. Дэвид Мойс, кстати, 6 защитников играет. За Вест Хэм, реально. Ну, когда в концовке он удерживает результат. Ожидаемые голы, мы их переиграли. По ударам переиграли. Сейвов у нас больше. У них единственный сейв, я помню, это вот Рунерсон последний только сделал. И все. Блин, Ливерпуль прошел дальше. Так, Бристоль проходит Челси. Вот это сенсация. Саутгемптон обыгрывает Фулхэм по пенальти. Ну, мы на первом месте, но Сити уже сравнялся с нами по очкам. Спасибо Эвертону за то, что так сделал. Там уже изменения в расписании, значит, сейчас мы узнаем соперника. Блин, нам Фулхэма перенесли сюда. Да ладно! Да ладно! А, 2 игры играем. Это в Кубке Англии мы играем на Уэмбли, полуфинал. А здесь у нас Ливерпуль. Ну ладно, проверка. 5 защитников. Никого не боюсь. Ребят, все меняется. Вы видели? У нас еще и... Вот это вы видели? Карабау Кап и Кубок Англии. Это полуфинал. А это тогда что за кубок? Здесь Кубок Англии мы играем. А это что за кубок? Это Кубок Англии? Вот из всех возможных вариантов Кубка Англии, где нам надо дойти до финала и взять его, нам сразу попался Ливерпуль. 3 игры с Ливерпулем в месяц. Это нормально вообще игра? Где Колчестер? Где Форест Грин? Ну давай в этой форме сыграем, верю. То, что мы тут их вынесем на раз-два. Грэм Скотт судит. Пасмурная погода. Кэрроу Роуд нас встречает. Там кто у них? Лис. Гианулис, Гибсон, Хенли, Акапо, Норман. А, тот самый Норман из Ростова. Кентвелл, Лисмилу, ТТ. ТТ там на цапнике. Блин, а что он там делает? Он разве не защитник? Понс, Саржент. Они меняют свои позиции каждый год. Не успеваешь следить. Вы напишите в комментарии, ребят. У вас были такие команды? По типу Ливерпуля? 3 в месяц. На кубках. Спасибо не на... Ну, в чемпионате еще у нас Ливерпуля нет. В этом месяце. Красиво. Антони Марсиаль красоту кладет. По-моему, Шведой как-то вырезает. Быстрый гол. Я такой игры от вас жду каждый раз. Ван де Бек уже... Грязная майка у него, он успел упасть там. Дони вырезал. Ой, красота. И вот тут вот... Пум! На месте. Да ты что делаешь-то? Я уже отпустила все кнопки. Ноль два. Донни Ван де Бек. Болельщики так близко друг к другу. Ну, красивый гол. И никто, главное, не подключился. Ну, давай. На месте, вратарь. Я думала за Марсиаля пасовать уже. Голевой пас, а там все стояли. Джейси. А, не получилось. Лис, хитрый лис. Отбил. А тут так спокойно разбирается Антони Марсиаль. 3-0. Да, Тоттенхэм... Короче, у нас будет 5 защитников. Схема. И Тоттенхэм тоже. И, кстати, придет Жереми Доку, который тоже будет, я надеюсь, разрывать оборону Ливерпуля. Они же устанут, надеюсь на это. Они должны устать. Тоже у них столько игр с нами. Я думаю, они тоже не очень рады, что на Манчестер попали. Они на какой-нибудь клуб из английской лиги 1 или 2. Ой, фол. Ладно, 1 фол, сразу желтую. Ну. Вы видели в реальном футболе Нкунку сделал 2 финта Зидана в течение 5 секунд практически. С Дортмундом, когда они играли. Ой, мы тут упустили Саржента. Перекладина.
Запускай его. 4. Нкунку! Красоту положил. Очередную. Ну, хороший был удар. Голевая Марсиаля. Француз на француза. Вот тут вот. Бум, не, ну нормально с такого угла. Молодчина. Джесси тоже претендент номер 1, чтобы покинуть следующим летом нашу команду. Да, вот я решила не в этом сезоне кардинальные изменения. Все-таки, ну, это как-то нереалистично прям полкоманды менять. Ну все, они уже себя... Блин, не офсайд. Проявили, и Джесси, и Погба, им уже по 30, ну, 30 где-то. Пора прощаться. Ну как? А, ну конечно, тут не было офсайда. Ну тут прям от рук Хендерсона. Нет сухих матчей у него. Так уверенно 4-0 вели. И они быстро забили гол. На месте. Ой, у Джейси травма. Блин, чувак, когда ты успел? Ну, кого? Давай Санчо вместо тебя. Они тоже, кстати, там рашица у них выходит. Ох. Я извиняюсь, это мой косяк. Я 2 раза прожала кнопку удара. Да ничего себе ты потащил, Лис. Если мы в Кубке Лиги пройдем Ливерпуль, мы там чемпионы. Ну, потому что там Блэкберн, еще какая-то такая себе команда. Прям перед собой отбивает Дин Хендерсон. Спасибо, там был Далот. Раскрываться стали мы. Какой сейф? Ну это просто я сейчас отбиваю за него. Если бы я не успел нажать кнопку, вряд ли бы он потащил. Надо еще так мне успевать. Ну, мне так кажется. Иногда они сами играют, но теперь я стала более аккуратна в этом плане. Ладно, Марсиаль, давай, уходи, Роналду выйдет. Бруно, надо в тонусе их поддержать. Пускаем. Бруно вместо Нкунку. Криштиану, ты понял смысл? Нам надо выиграть у Ливерпуля 3 раза. Вот так вот. На добивании. Великолепно. Много забиваем. К сожалению, пропустили. Вот тут вот бац. Ну как долго готовился к удару Дони и умудрился пробить во вратаря. Как хотела Дони пробить его, но Лис на месте. Да, издали решил. Ну, а чё бы нет, мы выигрываем 5-1. Норман уходит, кстати. У него есть геймфейс? Я вообще его не заметила. Как и полсостава Норвича. Так, Джейден, ты еще не забивал. Да ё-моё, тащит опять этот вратарь. 3 минуты пошли добавленные. О, контратака сейчас будет. Понятно. Естественно, мы пропустим в концовке. Мы там раскрылись. Вот этот парень вышел на замену и забил. Ну, очень медленно бежал Уильямс. Тут не потащить уже такое. Айдах. Ребята, блин, пропускаем, как обычно в концовках, обидные голы. Ну ладно, 5-2. Самое главное, 3 очка берем. Надо на вылет в вот этих играх в ЛЧ и в Кубке не пропускать столько в концовке. Сити выиграл, Ливерпуль выиграл, Эвертон выиграл, Тоттенхэм ничья. Так, у нас уже скоро будет зимнее ТО. Насколько травмировался Джесси? На 5 дней. 42 очка у нас и у Сити 42. Тоттенхэм на 11. Ну, все равно я его опасаюсь немножко. 61 забитый, 36 пропущенных.
Ну, смотри, 39 Вест Хэм, 38 Брентфорд, так что нормально. Бёрн 36. Больше всех забили и пропустили пока что не больше всех. Лестер, Эвертон, Арсенал, Ливерпуль. В следующем выпуске у нас встречи с Тоттенхэмом. Через 2 дня на 3-й Фулхэм. Через 2 дня на 3-й кубок с Ливерпулем. И еще один кубок с Ливерпулем. Так что, ребята, уникальный случай. Вы увидите кубок Карабау Кап и кубок Англии с одной и той же командой. А тут смотри, кто тут. Бристоль просто. И Саутгемптон. Но я думаю, там Саутгемптон пройдет. Хотя будет круто, если Бристоль мы в финале с ними сыграем. Я надеюсь, мы их вынесем. Вот такая получилась интересная история в этом выпуске. Такой соперник достался. Увидимся в следующем выпуске, где сыграем игры с Ливерпулем аж 2, а в месяце 3. А потом у нас еще и приходит к нам Жереми Доку. И, кстати, Ливерпуль в чемпионате не так скоро. В концовке там в апреле. Спасибо большое, ребят, что смотрели. Подписывайтесь на мой канал. Кто не подписан, ставьте свои лайки и оставляйте комментарии. Я все читаю, всем комментирую. Сердечки тоже ставлю. Всем пока, салют. Болейте только футболом.